Всем привет, с вами Артем Лазарев. Сегодня я покажу лего-самоделку по мотивам настольной ролевой игры Dungeons and Dragons. Здесь я изобразил сцену из готового модуля под названием «Затерянные рудники Фандалвера». Локация «Убежище каменных постей», комната «Убежище Кларга». Каменные пасти — это клан гоблинов, которые обитают в пещерах. В их убежище отправились наши искатели приключений, чтобы найти важного человека, которого похитили гоблины. А Кларг — это их предводитель-медвежатник. Именно его пещеру я и изобразил в этой самоделке. В центре внимания, конечно же, эпичное сражение нашего отряда искателей приключений с гоблинами и их предводителем. Здесь мы видим самого медвежатника Кларга, который нападает на варвара-дракона рожденного. Сбоку от них мы видим, как гоблин нападает на эльфа-волшебника, но тот кастует заговор «Защита от оружия», чтобы защититься от атаки врага. С другой стороны мы видим, как другой гоблин нападает на воина-человека. Но ответный удар сзади ему готовится нанести гном Бард. Из самого краю мы видим дворфа-друида, который пытается наладить контакт с ручным волком Кларга по имени Потрошитель. Получится ли это у него, зависит лишь от великого рандома. Первыми рассмотрим членов нашей команды Искателей Приключений. И первый член нашего отряда — варвар-драконорожден. Для этой расы из ДНД идеально подойдет голова дракона из серии Лего Видео. А тело и ноги для него я взял от демона из серии Nexa Knights. Они подходят как по цвету, так и по сеттингу. В руках он держит двуручный боевой топор, и также на нем видны элементы гладиаторской брони. Следующий персонаж нашей команды — эльф-волшебник. У него очень много волшебных атрибутов. Различные склянки и мешки с ингредиентами на поясе, ожерелье с волшебным черепом на шее, увесистый гримуар с заклинаниями в руках. А лицо Ллойда из Ниндзяго с ярко-зелеными глазами идеально показывает то, что он владеет чем-то необычным, волшебным. Следующий персонаж — это гном Бард. Несмотря на его маленькие гномьи размеры, он имеет очень храброе сердце и с отвагой рвется в бой помогать своим товарищам. Он одет в ярко-синий бардовский костюм и в руках держит свою любимую бардовскую лютню, без которой он не может пойти ни в один поход. Следующий член нашей команды — дворф-друид. В мире ДНД дворфы по размерам больше, чем гномы, поэтому для него я использовал не просто детские ноги, а такие подростковые, которые чуть больше и умеют сгибаться. Друиды находятся в гармонии с природой, потому он облачен в одежды цветов, зелени и стволов деревьев. В руках он держит серп, которым он также собирает лечебные травы, и, как и подобает дворфу, на его лице красуется пышная борода. И последний, но не по значению член нашего отряда — классический Human Male Fighter with a Long Sword. Как нетрудно догадаться, он облачен в тяжелые рыцарские доспехи, и в руках он держит большой остро заточенный меч. Также справиться с врагами ему помогает его круглый щит. А теперь переходим к силам зла. Главным противником этой локации является медвежатник Кларг, предводитель гоблинов. Чтобы сделать персонажа медвежатника из Лего,
я взял тело и голову от льва из серии Legends of Chima, а его волосы от летучей мыши из серии Бэтмена. У медвежатников достаточно густая шевелюра и большие уши, так что я думаю, что это сочетание идеально подходит для этой расы. В руках у него большой меч, который скорее походит на просто глыбу железа, и достаточно устрашающий элемент брони, чтобы показать, насколько злой этот медвежатник и насколько большую опасность он представляет. И более мелкие, но не менее злые существа — гоблины. Изначально на их роль я хотел взять вот таких гоблинов из серии Лего Эльфы. Но потом подумал, что нужно сделать кого-то, кто выглядел бы более серьезно и устрашающе. Почти все для этих гоблинов я взял от орков из серии Лего Хоббит, потому что они очень похожи на тех гоблинов, что представлены в бестиарии Dungeons and Dragons. Я поменял им лишь ноги, потому что гоблины — это существа маленького размера. А какие из этих гоблинов, на ваш взгляд, подошли бы для этой сценки больше? И каких еще существ из Лего можно использовать, чтобы сделать гоблинов? Пишите свои мнения в комментарии. Сражения в ДНД в основном происходят на картах, разлинованными квадратами со стороной 5 футов. Чтобы воссоздать это в Лего, я сделал пол, состоящий из разноцветных квадратов, чтобы можно было различать границы каждого из них. Сетка 2 на 2 была чересчур маленькой для масштаба фигурки, а сетка 4 на 4 слишком большой. Поэтому я решил, что сетка 3 на 3 будет оптимальным вариантом для масштаба мини-фигурок. Как и на настоящей боевой карте для ДНД, здесь есть некоторые элементы окружения, с которыми можно взаимодействовать. Например, этот костер с еще не потухшими углями, при попадании в который игроку наносится урон огнем. Или вот этот большой сталактит, за которым можно спрятаться. Так как это логово главаря банды, все добро, которое гоблины украли у мимо проезжающих караванов, стекается сюда. Здесь в углу мы видим ящики, конверты, мешки с различными драгоценностями. У другой стены, которая невидима в силу формата виньетки, также можно увидеть множество ящиков, горшков и мешков с добром. И также личный сундук Кларга, в котором находятся монеты и зелья лечения. И его спальное место, над которым на выступе в скале находится артефакт нефритовая лягушка. Понравилось ли вам это видео? Если да, то обязательно поставьте лайк. Пишите в комментариях про свои истории с ваших партий по ДНД или другим настольным ролевым играм. И на этом все. С вами был Артем Лазарев. Всем пока!